Кто сегодня Канат Купаев? Отец 5 детей, глава компании. Первый $1 миллион. Мама, я буду богат. Ведение бизнеса с друзьями. Только друг тебе может сказать в глаза прямо и честно. С годовым оборотом свыше $1 миллиарда. Все время мне нравится зарабатывать деньги. В деньгах нет счастья. Перспективы агробизнеса в Казахстане. Я считаю, что очень огромная перспектива. Хайрат Нуртас или скриптонит? Не мое поколение, наверное. На что вы тратите деньги? Мы работаем в Израиле, у нас есть компания «Тамбур». Знакомство с Аликом Данготте. Вышел, скажем, с низов и достиг больших высот, при этом оставаясь очень простым. Ребят, добрый день. Сегодня с нами Канат Купаев. Это участник Forbes, номер 30 из 50 богатейших людей Казахстана. Канат, спасибо большое, что приняли мое предложение о записи с вами интервью. Как ваши дела? Добрый день, в первую очередь. Спасибо большое за то, что вы нашли время пригласить меня тоже. И я тоже знаю, что вы тоже, я так понял, очень занятый человек. Все дела у нас все хорошо, то есть как и у всей страны. Супер, супер. Как карантин пережили? Карантин, я думаю, что в целом год, он немножко такой интересный, да, наверное, в какой-то степени было тяжело, в какой-то степени где-то было удивительно, наоборот, хорошо. Но в целом, я думаю, как вся страна. Где-то сидели дома, не выходили из дома, как разрешили передвигаться, начали передвигаться. Ну, в целом. Отлично. Расскажите, кто сегодня Канат Купаев? Ну, Канат Купаев сегодня, наверное, просто, во-первых, тот же самый Канат, который он был и там с рождения, ничем не изменился. В первую очередь, я, наверное, отец 5 детей, 4 девочек и мальчика, которому 2 года. Я, наверное, отец, глава компании, одной из акционер компании Кусто Групп. И я считаю себя, что тем же канатом, которым я был, то есть я не сильно поменялся. То есть как-то Forbes или какие-то вещи, они меня не сильно поменяли. То есть. Отлично. Расскажите про ваше детство, как оно проходило? Детство проходило у меня отец горный инженер, и после окончания политехнического института в Алмате в 1972 году он поехал в советское время работать по комсомольской путевке, в те времена на всесоюзную новостройку, называлась Жайрем. Это сейчас поселок городского типа Жайрем. И вот в 1976 году я там родился, в этом поселке Жайрем. Учился в школе, там 2 школы было, я переходил с одной в другую школу, потом в 9 классе я вернулся на историческую родину, уже когда распад Советского Союза начался, в 1992 году я переехал в Жамбульскую область, это поселок Гранитогорск, Меркенский район. Это откуда все наши предки, корни оттуда. Да, у меня родители оттуда. Мы вернулись туда, на родину историческую, и я закончил школу уже там. Супер. В какой школе учились? Вот я учился, говорю, в Жайреме, это было 2 школы, там школа номер 30, школа номер 10, и последняя школу закончил, это школа называлась имени Зои Касимедемьянской, это поселок Гранитогорск. Зоя Касимедемьянская, это была, там, с Великой Отечественной войны одна из молодых там, героинь. Расскажите про ваш путь предпринимательства, с чего он начинался? Ну, предпринимательство, наверное, начиналось еще со школы, когда был Советский Союз, то есть это было, все это было запрещено. Во мне был всегда такой 2 предпринимателей, хотя это в Советском Союзе запрещалось, и считалось, что меня называли спекулянтом. А я любил какие-то там, все время мне нравилось зарабатывать деньги, хотя это было как бы, еще раз, под запретом, да, меня там вызывали к директору школы, родителей, еще что-то. Один из первых бизнесов, который я помню делал, это вот где-то в 1988 году пошли в моду такие календари, там Митхун Чакраборти, Брюс Ли, Командос, вот эти вот, там Кинг-Конг, фотографии, молодежь любила себе вешать эти календари. А я занимался фотографиями, был дома фотоувеличитель, фотоаппарат, смена, я помню. Я начал печатать эти вот календари и продавал их в школе по 3 рубля. То есть это вот такой мой один из первых бизнесов был. Сколько вам лет тогда было? Где-то мне было лет, наверное, 12. Отлично. Вот первые деньги в бизнесе, вот, получается, на продаже календарей, да? Да, продажи календарей. Помните свой первый $1 миллион? Что вы чувствовали? Честно, не помню. Как-то не было цели считать $1 миллион или нет. Как бы возраст такой был, наверное, мы рано начали заниматься бизнесом, поэтому было время, когда просто снимали квартиры и жили, скажем так, от зарплаты до зарплаты, поэтому не было такого, что там вот именно $1 миллион, да, достичь чего-то. И когда это пришел $1 миллион, честно, не помню. В какой-то момент, наверное, пришел. Это до 30 лет было? Это было до 30 лет, конечно. Отлично, супер. Как вы строили бизнес? Какие цели ставили? Ставили ли вы цели, чтобы разбогатеть?
Я вообще со школы, когда в школе учился, я всегда маме говорил: мама, я буду богатый. Я с простой советской семьи, отец вот горный инженер, мама у меня педагог, она учитель физики. А мне мама всегда говорила: сынок, ты смотришь на жизнь через розовые очки. То есть у меня всегда была в жизни цель, ну, не знаю, хотелось быть богатым. Потому что я видел, что я могу этого достичь, и я понимал это как вот в голове. И богатство было не с той целью, что вот быть именно богатым, а именно, чтобы я мог чувствовать себя более свободным. Да? То есть богатство, деньги, они более дают какую-то свободу. То есть не власть, именно более свободу. Ты более свободен, более ты можешь делать то, что ты хочешь. Да? То есть не то, что тебе указывают делать, то, что ты сам хочешь делать. Супер, отлично. Расскажите про вашу дружбу с Серкеном Татишевым. Как она на вас повлияла? Ну, я вот об этом говорил на странице журнала. Да. Мы когда-то с ним в 95-м году познакомились в поездке в Иссык-Куль, работая в компании «Астана Холдинг». И с тех пор мы, вот, уже получается почти 25 лет, мы очень близко дружим. Дружат уже наши семьи, дети, родители. И он, и Еркин, мы оба приезжие, не с Алматы. И, наверное, это вот тоже наших родителей сблизило, потому что он перевез родителей в Алмату. Я перевез в Алмату в 2000 году родителей. И в целом повлияло, я думаю, что мы оба еще и драконы, мы оба ровесники. Конечно, очень положительно. Еркин, он у нас очень сильный. Я его считаю, что он в Казахстане один из сильнейших стратегов. У него очень сильнейшее качество видения вперед, далеко смотрит. И, конечно, мы друг взаимодополняем. То есть как команда. И, наверное, мы уже друг друга не представляем без друг друга. Да? То есть каждый отвечает за свой участок работы в группе. И, конечно, это синергия. То есть в чем-то где-то Еркин мне помогает, где-то я Еркину помогаю. И мы вместе растем. Классно. Как повлиял на вас Нурлан Эркебуланович Смагулов? Ну, Нурлан Николаевич Смагулов, опять же, это был мой первый шеф. Первая компания, куда я пошел работать студентом, это просто как практика была, это компания Астана Моторс. И в то время вообще это, конечно, компания гремела. Да? Астана Моторс, было время Бутя, Акцепт, да. Алем Групп. И Нурлан, конечно, был для нас один как из иконы бизнеса. То есть реально человек, который в то время уже достиг больших высот. И он был всегда примером. То есть, и у него что было хорошее качество, что он никогда не был закрытым человеком. То есть он мог общаться свободно. И вообще мое знакомство с ним произошло в нархозе. Я учился в нархозе. Мы пригласили как студента его на встречу со студентами. То есть он откликнулся в то время, это где-то 95-4 год, наверное, и вот откликнулся, приехал в нархоз. Мы сделали встречу со студентами, и после мы попросились к нему на работу. Можем ли мы у вас пройти практику? Вот с этого времени вот у меня пошло знакомство. Супер. Сколько вам лет тогда было? Мне было где-то, наверное, сейчас скажу, 94-й год, 18 лет, наверное. Бизнес с друзьями, ваши принципы? Бизнес мы делаем с друзьями. Какие основные принципы ведения бизнеса с друзьями? В первую очередь честность, открытость. И самое главное, только друг тебе может сказать в глаза прямо и честно. То есть каждый из нас, человек, проходит 3 стадии. Есть стадии, да, огонь, вода и медные трубы. Да? Самое тяжелое человеку пройти медные трубы. Ну, понимаете, да, что там, когда ты чего-то достиг, вырос, и иногда бывает, может быть, ты сам чего-то не замечая, ты можешь делать какие-то вещи, тебе кажется, ты делаешь правильно, но на самом деле ты можешь ошибаться. И только настоящий друг тебе может сказать правду в глаза, да, не играть с тобой, хвалить тебя, какой ты молодец, какой ты красавчик или что-то, а именно тебе только друг может в глаза сказать, что ты, слушай, ты в этом не прав, ты здесь-то вот где-то делаешь ошибки, и если ты веришь этому другу, то ты обязательно к нему прислушаешься. И есть, опять же, есть такое правило, вот, что у нас в жизни с друзьями вот сейчас свел бизнес. То есть дружить через бизнес, да, наверное, оно правильнее. И вот в моем понимании оно лучше, чем когда ты начинаешь дружить, а потом делать бизнес. То есть лучше, наверное, ну, по крайней мере, мой опыт такой. То есть со всеми с друзьями, с которыми я сегодня работаю, вместе мы дружим, являясь партнерами, мы начинали именно с бизнеса. А после уже были дружбы? А после уже была дружба, да. Отлично. Супер. Цитирую с Forbes. «У нас была хорошая школа. Мы занимались и нефтью, и векселями, и ценными бумагами. Тогда все занимались всем. Мы были способные ребята. И нас быстро двигали вверх». Кто вас двигал? Ну, мы работали же в это время в компании «Астана Холдинг», я рассказывал. Да. И там нас руководство компании двигало вверх. Она видела, что молодые ребята с горящими глазами и готовы были браться за любые идеи. И для нас
В то время деньги были вообще не... Вот честно, деньги для меня были вообще не главным. Лишь бы хватало снимать квартиру, там платить аренду, условно. Я очень рано женился еще, в 21 год. И хватало, чтобы на содержание семьи, в принципе, и все. Отлично. Мы были готовы бросаться в любой бой. Ну, что мы и делали, то есть я и говорил. Расскажите о вашем опыте работы с Кубой, сахарный тростник. Я работал в компании Астана Холдинг, и в подразделении Астана Холдинг был компания Астана Шугар, которая занималась вот, нашими сахарными заводами. Это время это был Бурундайский сахарный завод, Аксуйский сахарный завод в Талдыкурганской области. И в Казахстане свеклы до сих пор, в принципе, такая ситуация, когда свеклы не хватает. Наши сахарные заводы работают всего лишь, могут работать на свекле казахстанской 2 месяца. После этого нету сырья, все. То есть. И в то время компания Астана Шугар это был лидером по поставкам Казахстана сахара, производства сахара. И мы делали сахар именно из кубинского тростника. То есть прям поездок прямых у меня в Кубу не было, но мы закупали кубинский тростник кораблями. И я работал в финансовом отделе, мы делали большие финансовые операции. То есть один корабль тростника мог стоить по тем временам 10 миллионов долларов, это большие деньги. Мы спокойно проводили эти операции, то есть мы закупали этот тростник, принимали сюда как приходил сюда тростник, его разгружался, ну, и как бы с Кубой были вот чисто финансовые взаимоотношения. До сих пор я, например, на Кубе самой никогда не бывал, да? Хотя уважаю кубинскую революцию, как любой советский человек, когда-то живший гражданин Советского Союза, бывший, да. Отлично. В 2000-х годах вы создали компанию, которая со временем выросла в Кусто Групп с годовым оборотом свыше 1 миллиарда. Что вы ощутили, когда достигли таких оборотов? Вот так же, как и с $1 000 000. Мы никогда не считали обороты. То есть, что $1 миллиард, сегодня это гораздо уже больше, чем $1 миллиард. И, то есть, мы понимали, как бы была идея, цель, задача и вот как бы команда ориентирована. Мы не стали знать, что это вот миллиард будет стоить. Мы хотели чего-то достичь. Что, ну, как предприниматель ты всегда... Конечно, мы не альтруисты, ты не ставишь, что это было убыточно, да, но в первую очередь мы болели именно идеей. То есть, когда ты идея и команда, дух, это ты понимаешь, что ты можешь воплотить, это тебя двигает. А там, когда миллиард, это или это, то есть мы не считали, что у нас сегодня $1 миллиард или там $2 миллиарда, об этом никто не думал в этот момент. Вы понимали, когда мы сделали сделки, что стоимость компании может вырасти до каких-то там сотни миллионов, миллиардов долларов, да? Но именно вот, что это есть наша конечная цель, такого не было. То есть, и опять же, в любой бизнес, до сих пор мы так ходим, как любой бизнесмен, любой бизнес, он стоит столько, сколько за него могут заплатить. Да. То есть оборот $1 миллиард, это не значит, что бизнес стоит $1 миллиард. Это, то есть... Отлично. Сколько вам лет тогда было? Когда мы начинали вообще проект, вот сформировались как Кусто Групп, и создали компанию, мне, наверное, было 2002, 26 лет. 26 лет, да. Супер, супер. Расскажите, как вам это удалось? Тут сейчас, назад оглядываясь в историю, у меня такое есть, там каждый год, когда у меня исполняется день рождения, я обычно стараюсь задуматься, что я сделал за эти годы, что мне еще предстоит сделать, и как бы я хотел сделать. И, наверное, достигли мы этого за счет работы. То есть это в первую очередь работа. Мы не видели семьи. В первые годы бизнеса и все, действительно, я там семью не видел практически. Мы пропадали все время поездки, командировки, встречи. То есть, и, конечно, не только то, что где-то фортуна, наверное, помогала, где-то нас Всевышний, наверное, где-то поддерживал, да, в наших делах. И до сих пор, зная все наши партнеры, во всем мире, зная нас, знают, что в первую очередь это наша честность. У нас очень много примеров, когда мы несли убытки, но мы отвечали за свои слова. То есть, потому что для нас имя было всегда важнее. И это на сегодня доказывает и показывает, что это правильно. Потому что если ты сказал, бумага даже не важна, подписал ты ее или нет, если ты дал слово, то твое слово чего-то должно стоить. То есть я думаю, что благодаря этому мы выросли очень сильно. Супер, отлично. Участвовало ли в этом государство? Мы никогда не связывались с государственными деньгами, то есть никогда не связывались, не пользовались государственными какими-то услугами. Там, нет, мы всегда, это была частная компания, частное партнерство. За счет частного бизнеса развивались? Только частные, да. Расскажите о вашем опыте работы с Африкой. Вот я про это рассказал на странице журнала. Я до сих пор считаю, что Африка — это будущее Африка имеет большое громадное будущее, потому что действительно неосвоенный континент с точки зрения
бизнеса, с точки зрения еще многих вещей. Там есть, если я был вот Уганда, там есть полстраны еще не имеет до сих пор телевизоров, условно говоря, там, или там Танзания. Начинали мы, вот я с Нигерии пытались что-то сделать там. Нигерия очень коррумпированная страна и очень большие постоянные перемены происходят у власти, что ты не можешь с кем-то договориться. То есть ты договариваешься с одной властью, что-то кто-то меняется, там, что губернатор меняется, власть, и опять тебе все по новой. То есть у нас в этой стране не получилось. И были Танзания, Уганда, говорил, то есть мы были в поисках. И остановились мы на Эфиопии. Эфиопия. И одна из причин, почему мы пошли в Эфиопию, это население. Страна с населением 100 миллионов человек. Энергетически обеспечивает. Африка вся, она вот, без электричества. Там проблема, громадный дефицит электричества нету. То есть, и Эфиопия, она обеспечена полностью электричеством. Она еще экспортирует электричество. В Эфиопии народ, он более образован. Это, наверное, благодаря, опять же, той советской системе, которая до 92 года там очень сильно Советский Союз вкладывал деньги, помогал Эфиопии. И мы решили начать с Эфиопии. То есть, и также одна из причин была то, что мы работаем в Израиле. У нас есть компания «Тамбур». Мы являемся номер 1 производителями красок в Израиле. Мы через эфиопских евреев пришли в Эфиопию. То есть мы на месте получили поддержку. То есть встретились с местными евреями эфиопскими, которые нам помогали и до сих пор помогают. Супер. Как повлиял на ваш бизнес знакомство с Аликом Данготте? Вы знаете, вот я скажу, что как-то обычный человек, очень простой человек с состоянием, там, самый богатый черный человек в мире, так как писали в журналах. Да, то есть мне было удивительно, что человек тоже с ничего, условно говоря, поднялся, достиг больших высот. Ну, я думаю, что компания вот, Алико Групп, у него, да, Dangote Групп, они очень сильно сейчас связаны уже на уровне государства, на уровне правительства. То есть, и я бы не сказал, что как-то повлияло. Мне было очень, как вот, просто пример для подражания человека, который вышел, скажем, с низов и достиг больших высот, при этом оставаясь очень простым там, человеком. То есть, обычно, никак встретя на улице человека, ты никогда не подумаешь, что человек имеет состояние там, 20 миллиардов долларов или там, то есть обычный простой человек, там, живет обычной жизнью. Вы сейчас строите завод по производству строительных материалов, да, в Эфиопии? Да. Как обстоят дела сейчас? Сейчас обстоят дела не очень хорошо, потому что в Эфиопии началась война. Если вы не слышали, то даже у нас была ситуация, когда мы сотрудника своего оттуда эвакуировали. То есть об этом даже есть статья большая на Тенгри Ньюс. Он там целый блог вел, как он выбирался из этого региона. Мы строим завод в регионе, называется Тиграуды, население. У них сейчас идет такая борьба не за независимость. Ну и началась такая гражданская война. Поэтому проект временно заморожен. Ну, я думаю, что это все, проблема разрешится, и мы видим большую перспективу все равно в Эфиопии. А какие планы дальнейшие на Африку? Дальнейший план на Африку, в первую очередь, это развиваться в Эфиопии, получить опыт на рынке Эфиопии. Дальше это соседние страны, и развиваться там есть вокруг хорошие развитые страны. Танзания, Ганна, та же самая Нигерия, мы все равно о ней помним, потому что это самая большая экономика Африки на сегодняшний день. То есть, и растущее молодое население. Супер, супер. Какие там еще есть перспективы? Я думаю, что Африка это просто еще кладезень такой для бизнеса. Там можно, я думаю, что если есть политическая самое для того, чтобы работать, нужна стабильная политическая обстановка. То есть это не было каких-то войн, каких-то болезней. Да? То есть в целом я считаю, что громадное будущее, потому что, опять же говорю, даже простое то, что в некоторых семьях нет телевизоров, там, компьютеров, это все вот для таких же компаний, там, все это придет, хотим мы или нет, то есть глобализация она идет, да. И все это придет, и люди будут все равно потреблять. То есть любой проект, мне кажется, продуманный, отработанный, может быть успешным в Африке. И, конечно, очень важно иметь местного партнера. Для Африки это очень важно. Архиважно даже, я бы сказал. А какой там климат благоприятный для бизнеса вообще в целом? В Эфиопии, я считаю, благоприятный климат. В других странах мы же пока не начинали. Ну, опять же, есть в Африке же есть ЮАР. ЮАР считается климат благоприятный, да, то есть там есть та же самая, есть Ганна, есть там Кот-д'Ивуар, страны с хорошей законодательной базой, с хорошей политической ситуацией. Я считаю, что большое будущее там. Коррупция? Коррупция в Африке, конечно, ну, я думаю, что все растущие новые страны, молодые, независимо, проходили через этот путь, и я думаю, они тоже свой путь пройдут.
Ну, пока без нее никак. Коррупция, она у них есть. Отлично, супер. Семипалатинский кожмехкомбинат. Расскажите об этом опыте и почему не получилось реализовать этот проект. Почему мы его реализуем? Ага. Да, он, то есть, во-первых, мы его взяли буквально в июле, вот, во время еще пандемии, да, в июле 2020 года взяли вначале в управление с последующим правом выкупа. И мы занимаемся сейчас вот буквально 6 месяцев, да, еще даже не прошло. Нет, комбинат работает, мы создали порядка 200 рабочих мест. Нам куча скептиков говорила, что этот завод работать не будет, у нас плохое качество сырья. Нет, мы все наладили, мы как бы верили в себя, и сегодня завод работает. Он сегодня, если у него годовая мощность, там, ежемесячная мощность порядка там, 600 тонн шкуры, мы сегодня уже вышли на 350 тонн. Мы сделали первые отгрузки на экспорт, при том, что не можем выезжать из страны через Zoom, через эти вещи. Мы сделали уже первые отгрузки на Китай. То есть нет, очень хороший проект. И просто здесь какая ситуация? Государство инвестировало в этот проект большие деньги, там порядка 20 миллионов долларов. И к нам обратилась ИФК, да, Инвестиционный фонд Казахстана, который занимается проблемными проектами, что они уже в течение 7-8 лет не могут этот завод запустить. Мы, имея проекты семей, то есть в Восточно-Казахстанской области, сказали, что мы готовы посмотреть. Так как мы занимаемся сельским хозяйством, то мы и занимаемся как раз крупнорогатым скотом, то в любом случае у нас есть планы строить завод с американской компанией Tyson, и у нас будут громадные объемы шкур, выход шкур, то есть куда-то их надо было девать. И тут как бы одно с другим сошлось. И на нас вышел ИФК, не хотите ли вы, ребята, взять вот завод? Даже был такой разговор, что если вы не справитесь, то мы не знаем, кто с этим справится. То есть мы взяли завод в управление, сейчас он 6 месяцев работает, и перспективы у завода очень хорошие. А на каких условиях вы взяли его? Пока мы взяли в аренду его, с последующим выкупом. Ну, нам нужно время, чтобы понять, это вообще для нас новый бизнес. Ну, я говорю, мы не боимся там каких-то новых проектов, новых бизнесов. Мы посмотрели завод, изучили. Люди хотят работать там, потому что люди столько лет сидели без работы, без заработной платы, то есть у людей глаза горят. И мы завод запустили очень быстро, в течение 2 месяцев мы инвестировали определенную сумму денег, и завод заработал. Сегодня выпускает продукцию. Там в любое время можете посетить завод, он достаточно интересный. Отлично, супер, обязательно. Белказин и желатин. Расскажите об этом проекте. Планируете ли вы его реализацию в Казахстане? Он уже реализуется. То есть белказин и желатин. Белказин, он уже реализуется, потому что когда ты снимаешь с шкуры оставшийся белок, да. Вообще шкура она безотходная. То есть получается только вот ты снимаешь с нее волосы со шкуры, потом обрабатывается химикатами, там происходят определенные химические процессы, этапы. И надрезы, которые снимаются со шкуры, это называется белказин. Это в принципе, есть уже готовый продукт. Мы его сегодня уже продаем. Это чистейший белок для сельского хозяйства, для кормов используется, для производства. В основном для производства кормов. То есть мы уже начали экспорт белказина. Ну, пока небольшие объемы, но начали экспорт в Украину, в Белоруссию. То есть этот проект, он попутно идет со шкурой. То есть он как бы, если ты занимаешься производством обработкой шкуры, у тебя белказин, он будет выходить, он никуда не денется. Неизбежно. Да. Отлично. Есть ли перспективы агробизнеса в Казахстане? Я считаю, что очень огромная перспектива агробизнеса в Казахстане, с учетом того, что последние годы правительство выделяет очень много времени, очень много поддержки, дотаций, субсидий. Я думаю, что в целом огромная перспектива. И в мире не так много стран, как Казахстан, у которых есть свободные земли, где мы можем развивать сельское хозяйство. То есть с точки зрения пастбищ, мы, наверное, сегодняшний день единственная страна в мире, которая имеет еще свободные пастбища для того, чтобы выращивать скот. А в мире население растет, в любом случае кушать мы все хотим и будем. Да? И с учетом того, что если мы в эту страну, в Казахстан, принесем новые технологии, потому что на сегодняшний день, к сожалению, фермер в Америке выращивает на таком же по качеству земли, получает урожай условно 10 тонн пшеницы, наш фермер получает 1,5 тонны пшеницы. Понятно, что представьте, какой гап. Да. Это все технологии. То есть это все технологии, которые сегодня в мире есть. Велосипед изобретать не нужно, то мы этим и занимаемся. Сейчас приносим технологии в Казахстан, занимаемся этим, то есть развиваем это направление. И в целом у меня многие друзья спрашивают, однокурсники, одноклассники, чем мне заняться. Вот у меня есть, я говорю, ребята, вот сейчас сельское хозяйство. Если есть какие-то небольшие деньги, в городе, чем ходить, условно, я так шучу, на базаре, ярко даже на базаре ходить, таскать тачки, есть вот столько земли свободной, столько перспектив, надо ехать и работать с землей. Вы слышали про проект «Архитектор будущего»?
Я слышал, но не хочу комментировать, потому что там слишком... Парень, который все это рассказывает, он немножко далек от сельского хозяйства, мне такое ощущение. Что, ну, может быть, он хороший бизнесмен в каких-то других проектах, но в сельском хозяйстве все так просто легко не делается. То есть мы этим занимаемся уже с 2005 года. Это не так, что вот так вот я сделал, там, привел ребят, дал им землю, раздал семена, и у меня все пошло вверх. Это колоссальный труд, это не быстро окупаемый проект. То есть это работа на перспективу, но зато ты сам понимаешь, управляешь всеми рисками сам, ты понимаешь, куда ты идешь. И ты, опять же, видишь цель, что прибыль ты получишь ее. То есть, если ты будешь делать все правильно, идти, как сказать, честно, привлекать новые технологии, использовать последние достижения науки, то это очень прибыльное направление. Отлично, супер. Занимаетесь ли вы сейчас операционным управлением? Операционным управлением я не занимаюсь. Я занимаюсь больше стратегическими, новыми проектами. Я отвечаю за направление в группе производства стройматериалов и новые проекты. То есть мы постоянно в поиске новых проектов. Я и больше занимаюсь, есть фронт-офис, да, есть бэк-офис, да, я, грубо говоря, являюсь фронт-офисом. Я все время езжу. До пандемии я очень ездил по разным странам мира, там все время искал проекты, и моя больше работа такая. Операционной деятельностью я не занимаюсь. Вы как-то обучались этому управлению большой командой, либо это пришло с опытом? Начинали мы все, конечно, практически все. А потом, когда уже мы поняли, что в какой-то момент мы очень сильно растем, и нам не хватает теории, мы начали все учиться. То есть мы работаем очень близко с Алмаей, университет Асланбек Кожахметов, близкий мой друг. Я сам познакомился в Москве, мы с ним учились на программе DBA, вместе закончили. Я до этого закончил программу MBA, DBA, потом с Алмаей мы работаем вместе, например, они делают для нас, для наших компаний мини-MBA программы, потому что мы уже обучаем middle management, потому что все равно теория она нужна. Потому что, понятно, практически мы там можем многие вещи, а иногда не хватает теории, которая тебе нужна. Да? Но теория учиться надо всегда. У нас в коллективе мы обучаемся постоянно. То есть мы сами, и я, и Еркин, и партнеры мои Даулет, Талгат, Уразхан, ребята, Мурат, мы все время учимся с командой. То есть вместе ходим на курсы. То есть, потому что все начинается с головы. Если ты говоришь людям учись, а ты сам этого не учишь, то не подаешь примера, то это бесполезно. То есть, надо учиться все вместе. И учиться надо. Опять же, то, что мы приносим новые технологии с Америки, с Сингапура, откуда-то сюда, в Казахстан, это все же через обучение проходит. Тот же самый проект в Израиле, вообще удивительная история, мы приехали учиться в университет Технион. Алмаю для нас сделала программу, когда группа топ-менеджеров пустой групп, человек 30, мы ездили по разным университетам мира. Мы учились в Дарден бизнес-скул в США, потом Бостон бизнес-скул, потом Юкла университет в Лос-Анджелесе. То есть, и один из университетов, где мы проходили программу по менеджменту, это был университет Технион в Израиле, в Хайфе. Этот университет славен тем, что там порядка 10 нобелевских лауреатов с одного университета вышло. То есть это альма-матер такой экономической и химической, вообще фундаментальной науки для Израиля. Мы поехали учиться туда, пройдя 10-дневный курс. Конечно, мы, во-первых, удивили всю профессуру самого университета, потому что они думали, что с Казахстана приехали люди, которые совсем где-то внизу, а мы когда с ними начали рассуждать о будущем, и о космосе и еще о чем-то, то они были приятно удивлены, и мы прям так с ними подружились. И в один из вечеров они говорят: мы хотим организовать с вами ужин с израильскими бизнесменами. Мы сказали, конечно, пригласили посла Казахстана, и прошел ужин, и мы познакомились с одним из наших сегодняшних партнеров, Нир Дронов. Стали с ним дружить, общаться. Мы ему говорим: слушай, мы влюбились в эту страну, в Израиль, за 10 дней. Действительно, это Startup Nation, если вы читали такую книгу, есть такая, называется Startup Nation, это нация стартапов. Да, действительно, когда вокруг Израиля, вокруг одни враги, а страна растет, развивается, или NASDAQ взять, на NASDAQ, половина компаний на NASDAQ это вышедшие из Израиля корни. И мы познакомились с этим парнем, и мы ему говорим: нам очень нравится страна, мы хотим, если будет возможность здесь работать, мы бы хотели. И мы с ним все время общались, переписывались. И мы говорим: мы хотим инвестировать в чемпиона, в местного. Не хочется начинать все снизу. Мы уже созрели, набрали мускулатуру какой-то, когда мы можем войти в серьезный большой проект. И выдался такой момент, Нир нам звонит, говорит: ребята, продается чемпион.
продает чемпион, компания номер 1, топ-10 узнаваемых брендов по версии Forbes Израиля, компания Тамбур. Но сделку надо делать быстро. И мы в течение, это вот уникально, когда об этом, наверное, книгу напишем, мы в течение 2 недель купили компанию Тамбур. То есть было очень много вопросов, откуда казахи, кто такие казахи. То есть, сегодня мы сегодня держим порядка половины рынка краски Израиля. Это компания с оборотом больше 300 миллионов долларов. Мы делаем, вот я в Forbes про это говорил, Knauf мы делаем то же самое, гипсокартон, да, мы номер 1 в Израиле. Это единственное в мире, где Knauf не занимает первое место, то есть занимаем мы первое место. И вот через учебу, приехав в университет Технион, получается, мы познакомились с ребятами, и вот как бы закрутилось, и мы сегодня в Израиле. Очень крупная, известная компания, узнаваемая, да. И поэтому я считаю, что учиться надо, через учебу приходит очень много полезных вещей. Читать надо много, я вот сам постоянно очень много читаю, потому что когда часто летаешь вообще в самолете, слушаешь, иногда бывает, аудиокниги слушаешь, читаешь книги. Супер, отлично вообще. Сколько времени уделяете семье? Я стараюсь максимально все свободное время уделять семье. То есть спорт, семья, работа и все каникулы я провожу вообще с детьми, это даже безоговорочно, потому что все-таки дети это наше будущее. И я сам, как многодетный отец, вот у меня там 5 детей, да, то я сегодня уже горжусь своими детьми. Даже у меня старшая дочка закончила университет в Англии, она по специальности химик. И работает сейчас, то есть 22 года. А вторая дочка, 18 лет, она заканчивает школу Хелли-Берри, да, и тоже у нее там, она хочет быть психологом. То есть и с детьми надо общаться постоянно, потому что и они меня понимают. Мы когда очень серьезно с ними разговариваем, и они мне говорят: пап, мы понимаем, что все, что ты делаешь, это же для нас, для нашего будущего, что когда бывает поздно приходишь или улетаешь, уезжаешь, всегда дети спрашивают: папа, когда ты вернешься? Ну, с рождением сына, у меня вот после 4 дочерей сын 2 года, я стараюсь вообще больше времени дома проводить. Все время хочется быть вместе с сыном, смотреть, как он растет, потому что старших детей я сам пропустил. Ну, у меня 21 год был, у меня дочка родилась. И я считаю, сам с ней рос, и вот как бы не запомнил вот момент, потому что я все время пропадал, как бы мало времени уделял семье, из-за работы больше было работы. Сейчас немножко, слава Аллаху, появилось больше свободного времени, и стараюсь больше проводить с семьей. Расскажите, как проходит ваш день? Я сейчас, наверное, что-то старше стал совсем рано просыпаться. Уже рано просыпаюсь, в 6, я в 7 часов, хотя вот поздно ложусь. Просыпаюсь, пока встану, детей в школу провожу, позавтракаю, где-то в часов 10 иду в офис. Работа в офисе, встречи проходят. Вечером обязательно у меня спорт. То есть, в течение дня какие-то встречи, переговоры. Сейчас очень много, с учетом пандемии, очень много времени проводишь в офисе, связано с Zoom. Мы сидим по полдня. Вот последнюю неделю, я скажу, если вот с 9 утра до 9 вечера мы сидели у компьютера, потому что у нас сейчас конец года, бюджеты следующего года принимаются, там отчеты, да, то есть вот ты целый день сидишь у компьютера, там, то есть очень много времени занимает последнее время. Бюджеты и премии будут опять больше свободного времени. Вот. День проходит так, целый день спорт, потом домой, дома дети, семья. Спорт — это какие-то физические нагрузки? Мы занимаемся с Ерканом дальше, мы уже порядка 12 лет, мы занимаемся кендо, есть такой вид спорта. Вот. У меня 3-й дан по кендо, это искусство на мячах. Еркан 4-й дан, 4-й дан я ездил сдавать, провалил, не смог сдать в Японии, мы ездим. Вот собираемся в июне опять ехать, Еркан уже на 5-й дан будет сдавать, я на 4-й дан. Это вот 2 раза в неделю кендо, 2 раза в неделю у меня футбол, я вообще не пропускаю, я с детства играю в футбол. 4 раза в неделю обязательно спорт. Понятно, бывает вечером какие-то ужины с друзьями, встречи, там, семейные. Обязательно в воскресенье мы, например, собираемся, у меня братья и сестры, мы собираемся дома у мамы. Это у нас закон, когда обязательно ужинаем все вместе, собираемся у мамы дома. Супер. На что вы тратите деньги? Сейчас я думаю, что даже, наверное, больше всего человек тратит уже деньги на путешествия. Вот я там не ношу, когда-то мы там все переболели часы, там еще что-то, какие-то дорогие вещи. Сейчас это все как бы отошло на второй план, человек должен идти, наверное, переболеть. Да. И больше времени, наверное, я трачу на путешествия. Больше всего денег трачу на путешествия. Стараюсь, вот с детьми мы с семьей ездим, там где-то катаемся, Исландия, там в Африку ездим, какие-то страны смотрим, то есть Китай, еще что-то. Стараемся больше, я думаю, что всего денег тратить на путешествия. Что вам доставляет радость? Радость для меня доставляет, в первую очередь, любой успех моих детей.
когда я вот слышу, что мой ребенок достиг каких-то там новых вершин, новых знаний, это самая большая для меня сейчас радость. Отлично. Возможно ли без любви к своему делу достичь больших результатов? Невозможно. Если ты не любишь свое дело, как это? Если это как пример, если ты не любишь свою жену, как ты с ней будешь жить, да? То есть это точно так же и к делу. Если ты не любишь дело, то нет смысла им заниматься. Супер. Чем бы вы занялись сейчас, если бы только начинали свой путь предпринимательства? Я бы ничего не менял. Чем я начинал заниматься, тем и занимался. То есть, потому что настолько за это время там все сильно изменилось. Сейчас очень много там стартапы, да, там интернет, еще что-то. Мы и шутим, мы ребята от сахи, то есть, да, мы больше именно в реальной экономике работаем. Поэтому я бы хотел также заниматься тем, чем я и занимаюсь. То есть, в этом же направлении, да. да? Кто для вас предприниматель? Человек свободный, в первую очередь. Со свободным духом, со свободными идеями. Есть ли у вас политические амбиции? В данный момент, в данном возрасте, у меня политических амбиций абсолютно никаких нет. То есть я сейчас об этом даже не думаю. Мне уже много раз об этом спрашивали, задавали. Я приглашали в какие-то партии. Там, я честно скажу, я больше человек аполитичный. Я считаю, что с точки зрения, может быть, как политики, я не сделаю столько пользы для страны, как бизнесмен. Потому что мы, работая как казахи, казахстанцы, работая в разных странах мира, мы в первую очередь являемся послами своей страны. И приезжая в ту же самую Эфиопию, никто не знал про Казахстан. То есть, да, или приезжаем во Вьетнаме, мы сегодня там, не знаю, у меня вот пример такой, один из здесь известных банкиров учился в Гарварде, и он приезжает ко мне и говорит: Канат, слушай, говорит, я, говорит, обалдел, когда, говорит, мы с сокурсниками сидели, и были два вьетнамца, и они рассказывали про одну компанию, я спрашиваю, а кто что? Это, говорит, не казахи случайно? Где, говорит, это казахи, ребята из Казахстана во Вьетнаме сделали компанию номер один, по строительную компанию. То есть, и мы, то есть, являясь бизнесменами, мы несем флаг страны. В разных странах мира, где мы работаем, мы являемся послами своей страны. И я думаю, что как бизнесмен я сделаю больше пользы для страны сейчас, чем как политик. Есть, Вы до интервью говорили о партии. Да. А расскажите про это. О партии АУЛ вы имеете в виду? Да, То есть партия АУЛ, я считаю, что это просто одна из партий, которая, наверное, действительно приземлена к земле, само название АУЛ, да. Я сам вышел с аула, и видя политическую платформу партии, чего они добиваются, я считаю, что они двигаются в правильном направлении. Сама компания Кусто Групп, мы инвестируем сейчас очень много средств в Казахстане в сельское хозяйство. Это компания Казбиф, это мясо, на сегодняшний день мы имеем порядка 20 тысяч голов ангусов. Мы имеем репродукторы, мы продаем племенной скот для того, чтобы в Казахстане увеличивалось племенное именно животноводство. Мы открыты для всех предпринимателей сельскохозяйства, готовы, делимся опытом, то есть обучаем. Мы создали компанию Казсид, купили в Америке компанию БАС для того, чтобы привезти в Казахстан семена. То есть мы занимаемся очень много сельским хозяйством. Сейчас в Казахстане инвестируем громадные деньги. Порядка 50 тысяч гектаров земли мы сеем в Петропавловской области, Северо-Казахстанской области, в Кокчетавской области. И партия АУЛ, она близка тем, с чем мы занимаемся. То есть то, что само название, опять же, их призыв, то, что они хотят именно, чтобы государство больше времени, больше все-таки поддерживало АУЛ, поддерживало население, аульское население. Да? До сих пор, с точки зрения урбанизации, больше половины населения, процентов 40 населения Казахстана живет в аулах. Да. То есть и есть аулы, что скрывать, где нету до сих пор воды, где нету газа там, и каких-то простых человеческих вещей. Да? То есть я сам вырос в ауле, я помню, утром мне начиналось с того, что топить печку, то есть уголь. Да? Хорошо, слава богу, у нас прошел рядом Западный Китай, китайский трубопровод, и наши во все аулы подали газ. Да? То есть, а так у нас начиналось с детства, с того, что воды не было, мы таскали воду флягами, там, потом провели трубы. И таких аулов до сих пор в Казахстане, я думаю, сотни. И до сих пор нет воды, нет просто человеческих обычных условий. И то, что партия АУЛ в их, как сказать, в идеологической платформе является то, что это поддержка и аула, что не только города, Астана, Алмата, Караганда, да, у нас есть, а есть именно наши корни, поддерживают те корни, откуда мы вышли. Поэтому я считаю, что поддерживаю эту партию. Но это не политический интерес. Это не политический интерес. Потому что опять же говорю, я не собираюсь заниматься политикой. Это вот с точки зрения поддержки как гражданина Казахстана, что мне их нравится идея и платформа партии. Супер. Блиц. Сколько у вас денег сейчас на личной карте?
На карте? Да. Вот честно не знаю. Потому что это карты сейчас кредитные же, вы знаете? Да, да. Там ты не держишь денег, наверное. То есть банк какой-то тебе лимит дает. Ну. Окей. Какая у вас была необдуманная покупка? Я вообще человек очень думающий, и поэтому необдуманных покупок, я думаю, что не делал. Ну, чтобы, ну, если мелочи не считать, я там, но, а вот серьезных необдуманных покупок я никогда в жизни не делал. Вспомните самый большой чек в ресторане. Да я вообще, честно, мне много-много кушать так не надо. Если, может быть, день рождения проводили, там, может быть, там, не знаю, 10 тысяч долларов какие-то так, а мне что, я очень, к еде очень непривередлив, честно. Мне что дают, то я и то и ем. Я не являюсь гурманом, честно признаюсь. Да. Какая марка автомобиля лучшая, на ваш взгляд? Лучшая марка автомобиля та, на которой тебе комфортно. То есть автомобиль, опять же, как говорил Остап Бендер, это не средство передвижения. Да? То есть если тебе, ты считаешь, что как бы надо тебе надежная машина, я считаю, все-таки японские машины. Потому что я пользуюсь, у меня дома японские машины, я пользуюсь и там и Бентли пользуюсь, да, то есть, но с точки зрения все-таки машины, я считаю, что японские машины это Toyota, Lexus, наверное, номер один с точки зрения надежности, потому что, как, опять же, охота, рыбалка, мы выезжаем, используем эти машины, они безотказны. Отлично. На что вы обращаете внимание, когда видите человека первые 10 секунд? Первые 2 секунды? 10 секунд. Первые 10 секунд? Да. Я, наверное, обращаю на внешний вид человека, то есть как он выглядит, да? Это, я думаю, ну, как в любой это встречает по одежке, провожает по уму, да, это как так. Что вы считаете самым важным в женщине? Я думаю, что это поддержка мужа. Поддержка мужа, мужчины, и потому что я всегда говорю, что не скрываю это, не стесняюсь, что успех любого мужчины это 50% это женщина, потому что женщина это тыл, это мать, это, как Мухтар Ауэзов говорил, что когда мы воспитываем сына, мы воспитываем народ. А когда мы воспитываем дочь, мы воспитываем нацию. То есть, потому что женщина, как она для нас как нация. То есть, это есть основа всей нашей страны, любых стран мира. Потому что и женщина должна быть опорой, она должна быть заряжать мужчину, правильно направлять. Понимаете, если есть женщина тебе каждый день капает, то ты такой, там, или даже видя твои неудачи, наоборот, тебя поддерживает, что человек уже из дома ты выходишь по-разному, да? Человек, если тебе жена говоришь, ой, какой ты такой нехороший, и что-то делаешь неправильно, у тебя все не получается, ты с одним духом выйдешь из дома, или тебе, когда жена говорит, даже у тебя не получается, поддержишь, тебе говорит, вот ты, ничего страшного, мы это вместе пройдем, то я думаю, что в этом есть сила женщины. Мне еще повезло, у меня жена одноклассница, она прошла со мной все, вот, и поэтому как бы я опыт большой именно совместной такой жизни. Со школы начинаем, дружим. Супер. Хайрат Нуртас или Скриптонит? Хайрат Нуртас, потому что я хорошо его знаю. Скриптонит, я, честно, не понимаю музыку. Мне это не мое поколение, наверное, уже. В деньгах ли счастье? В деньгах нет счастья. Деньги это, как Дюма говорил, деньги хороший слуга и плохой господин. Если для кого-то деньги господин, то это потерянный человек. Если для деньги слуга, то это просто свобода. Ты можешь себе, захотелось себе, сидишь, улететь. Захотелось сейчас улететь в Америку, сел в самолет и улетел. Ну, условно говоря. Это вот в этом есть свобода денег. Отлично, супер. Спасибо большое, Канат, за уделенное время. Спасибо. Было очень полезно. Тоже мне очень приятно познакомиться было. И спасибо. Напоследок, можете дать какой-то совет лично от себя тем начинающим предпринимателям, молодым ребятам, которые только начинают свой путь в бизнесе? Я думаю, что верить в себя, это, я думаю, банально, но самое главное, верить в себя, не отступать и не сдаваться. То есть бывает всякое в жизни. И то, что мы рассказываем на каких-то конференциях, там проекты успешные, за этими успешными проектами лежат десятки неуспешных проектов. То есть мы просто про них не говорим. Сколько мы теряем проекты, сколько мы... Ну, это нормально. Если из 10 проектов у тебя один даже условно вылезет, но он может закрыть все свои 9 остальных проектов. Поэтому не бояться, идти вперед. И самое главное, наверное, иметь надо, как сказать, пытливый ум, искать. Всегда искать. Потому что не бояться там спрашивать у опытных людей, потому что многие думают, что там, не знаю, опытный человек или богатый человек, он, наверное, там какой-то закрыт, или что-то. Да нет, я знаю кучу наших ребят, и сами мы такие, мы всегда делимся свободно, то есть какие-то советы спрашивают, всегда двери открыты, там, то есть надо, как сказать, не бояться идти вперед, то есть самое главное. Супер. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ребят, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что думаете о казахстанском бизнесе, что думаете о нашем интервью с Канатом Копаевым. Всем спасибо. Спасибо большое.